Привет! Я люблю вязать и последние месяцы искала для себя идеальный крючок. Я покупала крючки разных фирм, и в каждом из них были недостатки, пока я не встретила вот этот крючок. Это крючок фирмы Clover, серия Amour. Ну а я вам расскажу, как я дошла до этого вывода. Вот этот крючок самый дешевый. Это фирма Mondial. Этот крючок мне не понравился, потому что вот это острие слишком выпирает в сторону, и это мне очень мешало вязать. Еще один минус этого крючка в том, что он гнется. И вот какого он качества. Можно сразу выкинуть. Второй крючок в 2 раза дороже самого дешевого. Это фирма Pony. Он был упакован в такую картонку. Этот крючок неплохой. Есть один минус. Слишком острый конец крючка. И было немного неприятно им вязать. А в остальном эта часть крючка хорошая. Он скользкий и не гнется. Но я все равно продолжала искать идеальный крючок. И затем купила крючок фирмы Prim. Этот крючок уже в 3 раза дороже самого дешевого. Он был в такой коробочке. Выглядит очень добротно. Не гнется. Здесь место скользкое. Но и здесь место тоже скользкое, поэтому крючок скользит в руке при вязании. Но особо я этим крючком не вязала, потому что у него слишком большая головка. Где-то в 2 раза больше, чем диаметр вот этого места. И когда я пробовала им вязать, то головка очень с трудом пролезала в петли. Поэтому я его отложила. И я купила еще один крючок фирмы Addi. Он был в такой упаковке и стоил так же, как и фирма Prim. То есть в 3 раза дороже самого дешевого крючка. На первый взгляд этот крючок мне очень понравился. Ручка не гнется, здесь ручка не скользит, но и здесь это место не скользило, и я очень расстроилась. Вязать им было не так быстро, как, например, крючком Pony, но зато здесь очень красивая головка, здесь не колется. Этим местом нити не раздваивает. И я иногда брала его вязать. Из-за того, что я им вязала, вот это место протерлось и стало скользить. Поэтому им мне стало вязать даже легче, чем крючком Pony. И он стал моим фаворитом. Пока мне не подарили крючки фирмы Clover. Это крючок Clover, серия Amour. Все крючки из этой серии имеют красивые разноцветные прорезиненные ручки. Когда их берешь в руки, уже хочется что-то связать. Очень удобно держать, рука не скользит в процессе вязания. Это место у крючка скользит, поэтому нитка ходит быстро и без проблем. Ну и головка крючка здесь просто идеальная. Это место не слишком острое и не слишком тупое. Вот это место крючка не раздваивает нити, очень хорошо захватывает нить. Головка не слишком большая, легко проходит в петли. В общем, это крючок мечта. Единственный недостаток этого крючка – его цена. Он в 10 раз дороже самого дешевого крючка. Но это стоит тех чувств, с которыми я вяжу свои изделия. Я просто в него влюблена. Еще хочу вам показать маленькие крючки. У меня есть крючок Tulip, самый дешевый. Также крючок фирмы Картопу. Тоже где-то в такой ценовой категории, как и этот крючок. И крючок фирмы Clover, Amour. Крючок Tulip
самый распространенный для вязания маленьких изделий. Идет в комплекте с такой пластиковой крышкой. У него очень хорошая ручка. Единственный минус то, что может скользить рука при вязании. Головка тоже хорошая, не слишком острая и хорошо захватывает нить. Но я хотела крючок такой, чтобы у меня не скользила рука при вязании. И взяла крючок фирмы Картопу. Этот крючок просто ужасный. Вот эта силиконовая ручка съезжает при вязании. Вот она полностью снимается с крючка. Ну, в общем, неудобная. Головка крючка была настолько ужасна, что я ее сразу выкинула. Она была вся в зазубринах, и было невозможно просто ею вязать. Поэтому в эту силиконовую ручку я вставила крючок фирмы Tulip и вот так вязала, пока у меня не появился крючок фирмы Clover. Маленькие размеры Clover Amour идут в комплекте с таким колпачком. Он имеет все те же плюсы, что и крючок большего размера. Ну а разница между крючком Clover и Tulip в том, что у него меньшего размера головка, и она легче проходит в петли. Поэтому крючком Clover я могу вязать дольше. Ну и расскажу вам про крючки большого размера. Это у меня обычный китайский крючок. Он тяжелый, но головка хорошая, и я вязала им сумки. Только из-за тяжести крючка рука уставала быстрее. Вот это пластиковый крючок фирмы Pony. Он очень легкий, но у него большой минус. Вот это место у крючка очень острое. И этим острием крючок раздваивает нить при вязании. Поэтому им невозможно вязать. А вот крючок Clover Amour. У него есть плюс пластика в том, что он легкий. Также силиконовая ручка, которая не скользит. Ну и очень хорошая головка. Здесь не слишком острая и здесь не раздваивает нить при вязании. Поэтому я делаю вывод, что самые лучшие крючки — это крючки фирмы Clover серии Amour. Все крючки продают в таких коробочках. Надеюсь, видео вам было полезным. Если да, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Встретимся в следующих видео. Пока!